Привет, друзья! Сегодня печальная, но очень поучительная история о том, как увели у меня токены. Благо сумма была небольшая и все более-менее обошлось. И самое важное, какие выводы я сделал. Теперь все по порядку. Решил я, значит, как-то поучаствовать в ивенте одной игрушки, называется Tokemon. Проводили они ивент, нужно было охотиться за яйцами дракончиков, и тебе могло выпасть рарное какое-то яйцо, которое можно было продать на маркете. Собственно, я яйцо такое словил, продал, и именно эти токены у меня увели. Точкой входа в данный ивент был пост в Телеграме, в их официальной группе, где говорилось, что необходимо перейти по ссылке, включалось приложение. Данную ссылку необходимо было открывать только на мобильном устройстве. Соответственно, не думая долго, я открыл данное приложение в своем телефоне, и мне высветилось окошко с просьбой подключить кошелек. В появившемся окне отобразился логотип Wallet Connect, которого у меня не было, и я пошел в Google Play, чтобы его установить. Соответственно, в Google Play я нашел данное приложение, вот так оно выглядело. Просмотрел комментарии, комментариев вроде не было. Не подумал о том, что стоит проверить на компьютере, и установил данное приложение. Приложение сразу же запросило у меня Private Key либо Seed для того, чтобы импортировать мой кошелек для проведения дальнейших операций. Соответственно, я вставил туда и Seed, и Private Key. Но никакого эффекта это не возымело, и кошелек не заработал. Соответственно, я тогда установил Trust Wallet и продолжил работать с ним. Через пару дней, собственно, средства и исчезли. И после этого, соответственно, я понял, что слил свой сид, и, собственно, мошенник увел средства. Кстати, хочется сразу оговориться, что в мире есть хакеры, а есть мошенники. Хакеры, как правило, направлены на атаку каких-то серьезных систем, и их мотивацией являются не деньги, а сам факт того, что они что-то очень значимое и сложное смогли осуществить. А у мошенников как раз-таки цель только деньги. Поэтому и психология у них немного другая. Именно исходя из психологии и ограниченности своего ума, мошенники применяют всего лишь несколько векторов атаки, которыми в основном являются либо Private Key, либо Seed фраза. Теперь давайте вернемся к истокам и вспомним базовые вещи, что такое Seed фраза, что такое Private Key и что такое адрес. Первый момент, который хотелось бы упомянуть, это заблуждение о том, что токены хранятся на кошельке. Нет, это не так. Токены по-прежнему хранятся в блокчейне, а на кошельках, будь то MetaMask или Ledger, хранятся наша сид-фраза и приватные ключи. Также хочу заметить, что наличие холодного кошелька не спасет вас от подписания какого-то левого смарт-контракта, который получит право безлимитно снимать токены с вашего адреса. Свою сид-фразу мы получаем при создании нового аккаунта. Это набор нескольких слов, которые нам необходимо сохранить. И также нам создается аккаунт, к которому привязан приватный ключ. Далее, если мы будем нажимать кнопочку Create Account, нам будут создаваться новые адреса кошельков, соответственно, у которых есть свои приватные ключи. Получается такое дерево. Есть сид-фраза одна, есть несколько приватных ключей, и у каждого приватного ключа есть свой кошелек. Именно сид-фраза и приватные ключи являются основными векторами атаки для мошенников. Если рассмотреть ситуацию с восстановлением удаленных кошельков, допустим, удалили MetaMask с Chrome, то что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку Import Wallet, указываем нашу сид-фразу, по этой сид-фразе восстанавливается наш кошелек, и в MetaMask появляется один аккаунт. Но как быть с другими адресами кошельков, которые у нас были? В MetaMask есть то ли бага, то ли фича. Можно просто несколько раз нажать кнопочку Create Account, будут автоматически добавлены адреса кошельков 2, 3, 4 и так далее, сколько у вас там их было. И таким образом злоумышленник, получив доступ к вашей сид-фразе, с помощью просто нажатия на кнопочку Create Account может увидеть все ваши кошельки и наличие каких-либо монет на ваших кошельках. А это очень большая проблема безопасности. Отсюда возникает следующий вывод. Для каждого адреса необходимо иметь свою собственную сид-фразу. То есть сид-фраза, приватный ключ, адрес кошелька. Сид-фраза 2, приватный ключ, адрес кошелька 2. Адрес кошелька 2 своим приватным ключом N и со своей приватной сид-фразой N. Соответственно, если у нас мошенник, допустим, уведет сид-фразу 2, то он может получить доступ только к кошельку номер 2. И с помощью кнопочки «Добавить аккаунты» в MetaMask он не сможет восстановить аккаунт 1 и аккаунт N.
Соответственно, правило номер 1: каждый адрес должен иметь свою собственную сид-фразу. Далее, следующее правило, которое я для себя вывел, это гигиена кошельков. То есть у каждого кошелька есть какое-то свое назначение, которое он выполняет. И моя задача соблюдать дисциплину относительно использования данных адресов. Вот как я для себя это представил. У меня есть какой-то один дефолтный, допустим, MetaMask кошелек, который я никогда не использую. Это тот кошелек, который создается первым. Далее внутри этого кошелька я создаю набор нескольких адресов. Адрес для хранения, допустим, 1, 2, 3, там сколько нужно. Далее идет прослойка из еще одного адреса, который используется только для свопа, для обмена на каких-то площадках. Очень важно, что адреса для хранения никогда не имеют подписанных смарт-контрактов. Все, что они могут, это лишь получить, либо отправить токены на кошелек с адресом для свопа, то есть на вот этот вот кошелечек. Также создается еще набор адресов, у каждого своя уникальная сид-фраза. Допустим, для каждого отдельного ланчпада я создал. Также отдельно создал адрес для стейкинга, фарминга и отдельно создал несколько кошельков для участия в ивентах. Вот в этом блоке чаще всего происходит скам и крадут публичный ключ либо сид-фразу. И таким образом, если мошенник у меня уведет что-то вот из этого, то я потеряю только какую-то часть токенов здесь, но это все останется защищенным. А вот эта прослойка для свопа, если вдруг она соскамится, она может быть в любой момент заменена на новый кошелечек, и все опять начнет ходить через него. Есть несколько полезных ссылок, по которым вы можете проверить, какие контракты у вас висят на ваших адресах, и можете поотменять их, либо уменьшить им лимиты. Ссылки я оставлю в описании. Итак, теперь последняя прикладная задача: как создать адреса со своими собственными сид-фразами. Например, через MetaMask. Для этого мы должны поставить MetaMask, создать в нем один аккаунт, затем удалить MetaMask и повторить операцию создания аккаунта. Соответственно, повторяем данную операцию столько раз, сколько нам нужно. И после того, как выполнили последнюю операцию, начинаем импортировать созданные ранее кошельки с помощью имеющихся у нас приватных ключей. Соответственно, все, в кошелек добавлены все адреса, каждый адрес имеет индивидуальную сид-фразу. Теперь мы в достаточной степени защищены от хищения нашей сид-фразы либо приватного ключа. Но есть более красивый способ создания мультиадресов с персональными сид-фразами под каждый адрес. Для этого необходимо перейти на страничку GitHub, скачать HTML файл. Далее нам необходимо отключиться от интернета и уже в офлайн режиме открыть данную HTML страничку. Далее мы выбираем генерацию сид-фразы, сколько слов нам необходимо. Далее в разделе Coin выбираем необходимый блокчейн, например Binance Smart Chain. Для Binance Smart Chain требуется сид-фраза, состоящая из 12 слов. И нажимаем кнопочку «Сгенерить». В поле BIP39 мнемоник появляется наша сид-фраза, которую мы должны сохранить. То же самое, что показывает нам MetaMask. Далее спускаемся ниже в раздел Derived Addresses. И тут мы видим в колонке адрес наш адрес кошелька и в колонке Private Key наш приватный ключ. Первые два символа 0x не нужно копировать, они нам не понадобятся. Итак, копируем сид-фразу, копируем наш приватный ключ. Теперь на примере Binance Wallet попробуем импортировать сгенеренные данные. Так же как и в MetaMask, в Binance Wallet для импорта аккаунта требуется указать сид-фразу. Импортируем сид-фразу. И вот создан наш кошелек со своим сидом, со своим приватным ключом. Проверяем. Да, адрес совпадает. Проверяем приватный ключ. Приватный ключ также совпадает. Так, теперь нам нужно создать новый аккаунт со своей уникальной сид-фразой. Нажимаем еще раз «Генерить». Получаем сид-фразу, копируем, сохраняем. Опять же копируем приватный ключ. Теперь нам необходимо импортировать аккаунт, но теперь уже не по сид-фразе, а с помощью приватного ключа. Нажимаем «Импортировать аккаунт». Вставляем наш приватный ключ. Проверяем. Да, это он. И вставляем. Теперь у нас есть два аккаунта. Аккаунт 0. Своя собственная сид-фраза, и аккаунт 1 другая сид-фраза. Соответственно, в случае кражи одной сид-фраз, второй аккаунт окажется под защитой и не будет взломан. И таким образом вы можете быстро нагенерить необходимое вам количество адресов с уникальными сид-фразами. Ну вот, в принципе, и все. Если придерживаться правил один адрес, одна сид-фраза и соблюдать дисциплину относительно использования каждого из кошельков, то шанс взлома понижается просто в разы. На этом все. Берегите себя и защищайте свои инвестиции. Всем пока.